Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду добавлять кипяток в шоколадное тесто и выпекать вкуснейший, очень влажный и самый, наверное, сочный из всех бисквитов, которые есть у меня в арсенале, шоколадный бисквит на кипятке. Бисквит готовится из самых простых продуктов, нарезается практически без крошек, нарезается еще в горячем виде и получается необыкновенно сочным и вкусным. Бисквит абсолютно не требует никакой пропитки, и все покажу и расскажу в данном видео. Я взяла 4 яйца комнатной температуры среднего размера, яйца весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Туда же я отправляю 300 грамм сахара. Замешивать этот бисквит можно даже без миксера, но я буду использовать ручной миксер. Щепотку соли я добавляю. И просто все это перемешиваю, я ничего не взбиваю. Лишние пузыри здесь в тесте мне не нужны. Вы же можете вообще все это просто ручным венчиком замешать. Перемешали до однородности. Добавляем туда 240 мл молока комнатной температуры. Ни в коем случае не холодное молоко должно быть. Также добавляю туда 120 грамм растительного масла без запаха, у меня подсолнечное масло, и все просто перемешиваю до однородности. На этом этапе полностью расходится сахар. Отставляю пока в сторону, и сейчас приготовлю сухие продукты. Здесь 300 грамм муки, также я туда добавляю 80 грамм какао. Какао у меня не алкализованный порошок. Все это перемешиваю, чтобы потом не было белых точек в тесте. И сейчас все это я просеиваю в тесто. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Туда же я просеиваю 6 грамм соды, не разрыхлителя, а именно соды. И просеиваю всю оставшуюся сухую смесь. Теперь я все это перемешиваю миксером, ничего я здесь не взбиваю. Просто перемешиваю до гладкой однородности. Теперь я добавляю в тесто 1 столовую ложку уксуса. Можно от 5 до 9% брать уксус. У меня уксус винный. И все это перемешиваю до однородности. Теперь я добавляю в тесто 200 мл кипятка и также все перемешиваю до однородности. Ничего не взбиваем здесь. Тесто получится жидким, оно таким и должно быть. Если вы новичок в работе с кондитерскими формами для выпекания, лучше брать формы с дном. У меня формы без дна, и я застилала их тройным слоем фольги. Потому что тесто очень жидкое в этом бисквите. Но так и должно быть, поэтому бисквит такой влажный. И ставлю теперь выпекаться на 35-40 минут при температуре 150 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Бисквиты у меня испеклись. Как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю бисквиты из формы. Вот такое идеально ровное дно у них получается. Вырезаю ножом их из формы. Формы я ничем не смазывала для выпекания. И нарезаю сразу же, еще в горячем виде, их кондитерской струной. Можно также нарезать их ножом, естественно, ниткой, всем, чем вам удобно. И посмотрите, какая структура у бисквита. Очень ровный, практически без крошек я нарезаю при вас. Вот такой он эластичный получается. Бисквит, естественно, этот можно кушать просто как отдельный десерт. Он буквально тает во рту. Он имеет такую текстуру, как будто мы кушаем пирожное с кремом. То есть настолько он влажный и сочный. Следующий я корж разрезаю. И смотрите, какой он получается у меня эластичный. Видно еще на видео, что пар идет из бисквитов. И вот такой результат. И вот такие у меня 4 коржа ровных получилось из данного количества теста. Формы у меня 20 сантиметров в диаметре. Большое количество рецептов шоколадных бисквитов вы найдете
у меня на канале, если вы зайдете на плейлист «Бисквиты». Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.